Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. С вами снова я, Артем Новожилов. За прошедшее время я немного загорел, сменил прическу и теперь вновь готов порадовать вас обзорами новинок в мире моделей. И новый сезон наших обзоров открывает целых 4 набора от компании «Звезда». Это модели линкоров и авианосцев Второй мировой войны в масштабе 1 к 1200. И по уже сложившейся традиции, сперва таки немного истории. Вторая мировая война изменила лицо войны не только на суше, но и на море, когда в декабрьском небе Жемчужной бухты появились силуэты самолетов адмирала Нагума. Если до этого самым опасным кораблем считались линейные корабли, то 7 декабря 1941 года вывел на сцену авианосцы. Нельзя сказать, что дредноуты сразу уже устарели, но ряд сражений от Северного до Кораллового морей показали, что морские левиафаны не могут противостоять массированной атаке авиации. Достаточно сказать, что в битвах в Коралловом море и у атолла Мидуэй большую часть потерь противнику нанесла именно авиация, и она же сыграла роковую роль во время охоты на Бисмарка. Именно торпедоносцы с авианосца Арк Роял стреножили Бисмарка и позволили главным силам Royal Navy уничтожить немецкий линкор. Тем не менее, линкоры использовались и после Второй мировой, но только как средство поддержки. Так, знаменитый линкор Айова в Корейской войне поддерживал десант огнем по берегу Северной Кореи. Но вернемся к моделям. Первое, на что обращаешь внимание, это необычный дизайн упаковки. Дело в том, что эти модели создавались в тесном сотрудничестве с белорусской компанией Wargaming, создателями таких игр, как World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Эмблема последней как раз и изображена в левой верхней части коробки. На лицевой части изображен сам авианосец. Кстати, здесь художники допустили ошибку, поскольку такого камуфляжа этот корабль никогда не имел. Но, в принципе, это терпимо. Правее дается краткое содержание набора и информация о масштабе. На задней стороне изображена готовая модель в двух видах. Замечу, что она здесь уже окрашена и поставлена на диорамную подставку. В последнее время такой стиль изображения готовых моделей все чаще встречается в компании «Звезда». И краски и подставка, к сожалению, не входят в комплект, и их надо докупать отдельно. Чуть ниже показана изюминка этого набора, а именно загружаемый контент для онлайн-игры World of Warships, о котором я расскажу чуть позже. Итак, перейдем к содержимому набора. Внутри коробки мы найдем брошюру с историей корабля, инструкцию по сборке, листок с кодом для загрузки контента и пакет с самими литниками. Обычно я начинаю с инструкции, но в этот раз изменю себе и расскажу о вкладышах. Итак, историческая брошюра выполнена из тонкой глянцевой бумаги и содержит краткую, но информативную справку по истории службы корабля. Также здесь приведены архивные фотографии и арты из игры. Проще говоря, этот листок я в миниатюре. Далее у нас на очереди небольшой картонный листок с двумя кодами. На лицевой стороне расположен инвайт-код, который понадобится вам при регистрации аккаунта в онлайн-игре World of Warships. Этот код предоставит вам подарочный корабль, крейсер второго уровня Диана и неделю премиум аккаунта, что позволит вам получать больше игровой валюты и опыта. На оборотной стороне расположен специальный бонус-код, активировав который вы получите ряд преимуществ в игре. Обращаю ваше внимание, что вы можете использовать несколько бонус-кодов, зато инвайт-кодом можно воспользоваться лишь при регистрации нового аккаунта. Сама инструкция представляет собой лист формата А4, сложенный пополам. Первый разворот, как обычно, отдан под информацию о прототипе и советы начинающим моделистам. Второй разворот показывает расположение деталей на литниках и, собственно, саму схему сборки. Схема эта поделена на 5 основных этапов и интуитивно понятна. Наконец, последний разворот показывает готовую модель в 3 проекциях. Это необходимо для правильного нанесения раскраски на модель. Теперь обратимся непосредственно к пластику. В отдельном пакете лежит 2 литника с деталями. Они оставляют двойственное впечатление.
С одной стороны хорошо проработаны детали. Например, вот здесь вот хорошо видна якорная цепь и содержимое палубы, а с другой наблюдается достаточно крупный облой, например, вот в этих местах, и потертости на летной палубе. Впрочем, и с первым, и со вторым легко справится даже начинающий моделист. Итак, рассмотрим летники более подробно. На первом из них расположена полетная палуба и легкие бомбардировщики Б-25 «Митчелл». Надо заметить, что эти самолеты не были в составе авиагруппы авианосца «Йорктаун», а использовались на его сестершипе, авианосце «Хорнет», и только во время проведения так называемого рейда Дулиттла, налете американских самолетов на Токио в 1942 году. Как я уже говорил, хоть на палубе и имеются микроцарапины, но после покраски они сойдут на нет. Обратите также внимание вот на эти отверстия на полетной палубе. Они предназначены для самолетов, каждый из которых будет в итоге находиться в определенном месте. Здесь вы видите как раз таки те самые шпеньки, на которые ставятся наши самолеты. На втором летнике располагаются детали надводного порта, технической палубы, надстройки и истребители F-4 Дикий Кот или Wildcat, если по-английски. Как я уже сказал, с самолетами имеется небольшая тонкость, так как на полетной палубе имеется только 16 отверстий под самолеты, а общее количество самолетов в наборе составляет 32, то вам придется выбирать, либо вы берете Б-25, либо F-4, потому что вместе они никогда не были. Обратите также внимание вот на эти орудия ПВО. Дело в том, что их практически невозможно сломать, поскольку стволы приварены к основной части летника. Зато при хорошей покраске они выгодно подчеркнут масштаб модели. Также отмечу, что в случае, как и с первым летником, почти все детали присоединяются на шпеньках, но для лучшего соединения производитель рекомендует воспользоваться специальным клеем. Кстати, о рекомендациях. Производитель заявляет о малом количестве цветов в наборе, от 3 до 4 в зависимости от модели. Как обычно, палитры предоставлены красками двух фирм, это «Звезда» и «Хаммроу». Но так как в нашем магазине они не представлены, то я взял на себя смелость порекомендовать краски от отечественного производителя Pacific 88. В данном случае это следующие цвета. F-62 серый корабельный, F-25 папоротниково-зеленый, он потребуется для бомбардировщиков, F-98 глубокое синее море, он понадобится для истребителей, F-65 сигнальный серый, как и предыдущий серый цвет, они составят вместе надводный и подводный бок. И, наконец, металлический цвет это Steel, то есть это Pacific M03. Он понадобится для полетной палубы, поскольку на авианосце она все-таки была металлической. Также для сборки модели я порекомендую вам клей от фирмы Tamiya, грунтовку для более качественного нанесения краски, набор кистей для покраски и имитация водной поверхности от немецкой фирмы Noch. Здесь на выбор предлагается как уже готовая поверхность, так и специальная жидкость или гель. Под конец скажу, что сама модель мне очень понравилась. Она определенно придется по душе как начинающим, так и опытным моделистам. Конечно, мелкие недочеты присутствуют в любой модели, но они с лихвой перекрываются плюсами. Ну, конечно, не стоит забывать о подарке для геймеров. Поэтому 4 балла из 5. Ну что же, на этой ноте я хотел бы закончить сегодняшний обзор. До новых встреч и 7 футов под килем, командиры! It made a noise like father's gun. Only a nation louder.